Музыкальная терминология очень богатая, и вначале мы рассмотрим только самые фундаментальные, самые базовые понятия. Все предметное останется до момента изучения соответствующих тем. Ну и по традиции начнем с того, чем мы вообще занимаемся, с музыки. Если говорить максимально просто, то музыка — это передача творческого образа посредством звука. То есть скульптор работает с камнем, художник с кистью, музыкант со звуком. И это очень важный момент, потому что музыка не является точной наукой. Это не медицина, это не физика. Ну, косвенные связи, конечно, есть, но тем не менее, опять же, это не наука. И зачастую приходится напоминать это музыкантам, которые зависли на бесконечном оттачивании своей техники или замыкаются в правилах гармонизации и не могут позволить себе свободно импровизировать, то есть не могут позволить себе творить. Это нужно знать изначально. На своих уроках я часто спрашивал ребят, что именно привело их к инструменту, то есть что побудило их вообще заниматься музыкой. Это очень важный вопрос, и, как выясняется, никто его себе не задает. И впоследствии даже и не знает, чем он занимался все это время. Все звуки в музыке делятся на два вида. Музыкальные и условно не музыкальные. Так вот, к музыкальным звукам относят те, которые можно повторить, интонируя голосом, то есть которые человек различает как явные. То есть, допустим, мы слышим музыкальный звук. И при попытке поймать его голосом у нас это удается. Мы чувствуем его высоту, мы буквально чувствуем его центральную вот эту вот часть. Чего не сказать о немузыкальных или, можно еще выразиться, перкуссионных звуках. Это любой удар, любой щелчок и любой многополосный шум, где центральной частоты не существует. Так вот, нота, в сущности, это такой звук, у которого есть четко выделенная музыкальная частота. Конечно, здесь бы хорошо немножко знать физику и природу звука, но, в принципе, я думаю, интуитивно понятно и так, о чем идет речь. Что тут можно добавить-то? Дело в том, что нота, как термин, используется в совершенно разном контексте. То есть можно говорить о ноте как о графическом символе, то есть вот эти вот закорючки на нотном стане, которые отображают конкретную информацию, высоту и длительность какого-то звука. У барабанщика та же самая история, по сути, показывает, куда ему ударить и так далее. То есть контекст бывает разнообразный, но нам важно понимать, что нота — это музыкальный звук с конкретно выделенной частотой. Здесь все максимально просто на самом деле. Если у нас есть последовательность отдельных нот, это мелодия. Но если у нас последовательность состоит не из одиночных нот, а из созвучий или аккордов, это будет гармония. Примерно так. Мелодии и гармонии могут между собой пересекаться и образовывать более сложные композиции. Так или иначе, для простоты запоминания воспользуйтесь именно этим. Ноты по отдельности — это мелодия, ноты в созвучиях — это гармония. Начнем с созвучий. Это очень простая вещь, максимально простая, когда две или более нот звучат в один момент времени. Происходить это может как во время обыгрывания какой-то мелодии или во время исполнения аккорда. Допустим, у нас есть мелодия. Мы можем добавить туда созвучие, если захотим, соединив несколько нот в один момент времени. То же самое можно проделать и с аккордом. Аккорд сам по себе
часто воспринимается как созвучие, хотя по определению созвучием он не является. Он может им быть. Допустим, у нас есть вот такой аккорд, и мы можем его сыграть как созвучие. Аккорд это все-таки структура более сложная в плане того, что строится по определенной логике. И если мы хотим обыграть его ноты по отдельности, образовав мелодию, мы воспользуемся таким приемом, как арпеджио. Все нотки звучат по порядочку. Но есть такой нюанс, что во время исполнения этого самого арпеджио некоторые ноты, как и в предыдущей мелодии, также можно соединить. Какие-то прозвучали вместе, какие-то по отдельности. Какой вывод из этого можно сделать? Аккорд — это структура, которая не зависит от того, как мы будем ее обыгрывать. Либо мелодически в виде арпеджио, либо гармонически в виде одного удара, скажем так. А созвучия, в свою очередь, не зависят от структур, они не зависят от мелодии, которая воспроизводится. Ну, арпеджио. Арпеджио — это когда ноты аккорда, аккорды мы еще изучим далее, когда эти ноты играются по порядку. В восходящем или нисходящем порядке значения не имеет. Немножко поговорим о рифах. В целом из его определения должно быть что-то ясно. Как правило, риф — это небольшая фигура, которая может состоять из отдельных нот, из созвучий. Там могут быть задействованы аккорды, но все объединяет, все эти вещи объединяют то, что риф никогда не бывает продолжительным и прогрессивно развивающимся. Риф — это короткая музыкальная мысль, цель которой изначально быть повторенной несколько раз. Рифы часто являются фундаментом для разных частей песни. То есть есть отдельные рифы для куплета, для припева, есть рифы на основную часть и так далее. Риф всегда характерен для хард-рока, хэви-металла. Для любой тяжелой музыки всегда характерен гитарный риф. Он может быть совершенно любым. То есть самые знаменитые рифы, я думаю, вы слышали прекрасно. Или такой. Или такой. Ну или такой. Ну или, конечно, вспоминать можно бесконечно, их очень-очень много. Так или иначе, тут важно отметить очень простую и очень значимую мысль. Работа с рифами, с их комбинированием, вообще с игрой рифов, это будет практически львиная доля всей работы, если вы занимаетесь на электрогитаре. Соло, гармонизация — это вещи, конечно, более сложные, может быть, более интересные, но именно рифы занимают большую часть творческой деятельности. Придумать хороший риф — это значит сделать фундамент для хорошего трека, причем неважно, какой это стиль. Фанк, соул, R&B, heavy metal, groove metal, чего угодно. О рифах мы еще поговорим позже. Напоследок немного коснемся вопроса слуха. Музыкальный слух бывает двух видов: абсолютный и относительный. Ну, про абсолютно написано в определении. Добавить стоит лишь то, что его развитие, его подлинная ценность для музыканта — это все очень спорные вещи, и об этом очень много дискуссий. Как бы это академическая тема, и в основном этим занимаются академические музыканты. Для них это действительно божий дар. На самом же деле весь прикол в том, что у абсолютного слуха есть как бы ближайший сосед. И зовут его относительный музыкальный слух. Относительный музыкальный слух характерен не тем, что мы можем определять высоту звука вот просто мгновенно. Может быть, нам придется сравнивать его с тем звуком, который мы хорошо помним. Но суть относительного слуха заключена в том, что если он развит, мы можем определять интервалы
между какими-то двумя или даже тремя нотами, быстро распознавать аккорды, определять, какая гамма, то есть какая там у нас тональность в сущности. Это бесценный практически навык, который реально развивается. И развивается ли абсолютный слух? Это большой вопрос. Вообще, как правило, считается, что нет, с ним рождаются. Но не буду в это лезть. А вот относительный развивается, и причем очень и очень хорошо. Так что здесь не стоит сильно углубляться в этот вопрос на данном этапе, но стоит отметить для себя, что развитие относительного музыкального слуха — это вопрос действительно очень важный. Как это делается и что вообще можно сделать с этим, я, наверное, упомяну уже в четвертой части. Пока что могу лишь дать совет слушать свою игру, ноты, то есть все упражнения это или какая-то композиция аккорда. Неважно, что бы вы ни играли, старайтесь анализировать это чувственно, ушами. Не только технически, не только по качеству звукоизвлечения, то есть технические аспекты, да, их надо, конечно же, контролировать, но тем не менее надо всегда работать ушами. И что бы мы ни играли, какое-то созвучие, какая-то мелодия или гармония, нужно стараться оценивать эмоциональное качество того, что мы слышим. Это можно практиковать даже на прослушивании музыки. Особенно хорошо, если мы слушаем композицию, которую знаем, как исполнить, знаем ее интервальный состав и гармоническую последовательность. Это хороший опыт. Думаю, на этом все. И хотелось бы еще много чего сказать, но пора приступать к вопросам более насущного характера.